Эта туристка была на экскурсии в джунглях, когда горилла побежала прямо к ней. Когда она увидела, что она приближается, она замерла от страха, но то, что она сделала дальше, повергло ее и всех, кто наблюдал за ней, в шок. В один судьбоносный день молодая женщина по имени Роуз оказалась одна в джунглях. Внезапно из ближайших кустов появилась горилла и направилась к ней. Она была потрясена и не знала, что делать. Ее инстинкты кричали ей бежать, но она не могла. Ноги больше не слушались ее и отказывались двигаться. Ей хотелось начать этот день сначала. Она записалась на экскурсию по выслеживанию горилл, о чем всегда мечтала. Мысль о том, чтобы увидеть этих величественных существ в их естественной среде обитания, наполнила ее волнением. В то утро она едва могла сдержать волнение, собирая свои вещи для предстоящего приключения. Она взяла с собой бутылку воды, немного перекусов и фотоаппарат, готовая запечатлеть каждый момент похода. Когда она прибыла на место встречи, то увидела группу друзей-искателей приключений, каждый из которых был одет в прочные ботинки и широкополые шляпы, чтобы защититься от солнца. Их гид, обветренный мужчина с огоньком в глазах, собрал группу вокруг себя. Он говорил о тайнах джунглей и о том, как важно уважать их обитателей. Роза внимательно слушала, ловя каждое слово. Гид превыше всего подчеркивал одно правило – держитесь вместе. В бескрайних просторах джунглей было легко заблудиться. Она кивнула в знак согласия, пообещав себе прислушаться к его совету. Но по мере того, как гид продолжал излагать новые правила, женщине стало скучно. Все, чего она хотела, это чтобы начался выслеживание горилл. Она давно ничему так не радовалась и с нетерпением ждала начала. Она представила, с каким трепетом заметит гориллу среди деревьев, ее темные глаза с любопытством встретятся с ее глазами. Ей хотелось стать свидетельницей их игривых выходок и нежной грации. Всего за несколько дней до этого ее младшая сестра, гид в парке, убедила ее отправиться на экскурсию. С огоньком в глазах сестра нарисовала яркие картины непроходимого национального парка Бвинди, места, где природа раскрывает свои секреты, а гориллы свободно разгуливают в своей естественной среде обитания. Роуз была хронической домоседкой, и ей нравилось оставаться дома. Но после того, как она часами слушала, как ее сестра продолжает говорить, она, наконец, решила уйти. Когда Роуз следовала за группой сквозь густую растительность, ее сердце бешено колотилось от предвкушения. Джунгли были наполнены звуками щебетания птиц, шелеста листьев и отдаленного бормотания невидимых существ. С каждым шагом она чувствовала, как ее окутывает магия дикой природы. Она восхищалась видами вокруг, разноцветными бабочками, порхающими в лучах солнца, экзотическими птицами, парящими в вышине, и отдаленными криками невиданных животных. С чувством детского удивления Роуз запечатлела эти моменты на свою камеру, стремясь сохранить воспоминания об этом необыкновенном путешествии. Углубившись в джунгли, группа увидела захватывающее зрелище – безмятежное озеро, окруженное высокими деревьями. Это было похоже на сцену прямо из сказки, настолько красивую, что молодая женщина не могла не почувствовать себя очарованной. Она и не подозревала, что эта очаровательная поляна станет фоном для совершенно другого приключения. Потерявшись в красоте окружающего, она была поглощена фотографированием мерцающей воды и ярких деревьев. Однако, в своем стремлении запечатлеть красоту вокруг себя, она потеряла из виду группу. Когда она, наконец, оторвала взгляд от своего смартфона, ее встретило тревожное зрелище. Ни других туристов, ни гида. Была только она и жуткая тишина, повисшая в воздухе. Чувство неловкости охватило Розу, когда она поняла, что осталась одна на просторах джунглей. Паника угрожала овладеть ею,
но она сделала глубокий вдох, пытаясь сохранять спокойствие. С решимостью в глазах она поспешно пошла прямо вперед, надеясь, что остальные ушли дальше, и она сможет их догнать. К ее ужасу не было никаких признаков знакомых лиц или ободряющего присутствия гида. Женщина почувствовала, как у нее в животе завязался узел, когда до нее дошло, что она действительно заблудилась в глубинах непроходимого национального парка Бвинди. Она проверила свой телефон, отчаянно надеясь получить сигнал, чтобы позвать на помощь, но неудивительно, что в этой отдаленной части джунглей сотовая связь не работала. С каждой минутой окружение становилось все более незнакомым, густая растительность смыкалась вокруг нее. Она попыталась позвать отсутствующую группу, но ответа не последовало. Потерянная и дезориентированная, Роуз шла через густые джунгли, на сердце у нее было тяжело от отчаяния. С каждым шагом деревья, казалось, смыкались вокруг нее, их высокие ветви закрывали солнце. Она пыталась следовать тому, что считала правильным путем, но в какую бы сторону она ни поворачивала, она обнаруживала, что ходит по кругу. По мере того, как росло разочарование, ее глаза наполнились слезами. Она опустилась на землю и начала плакать, одинокая и испуганная. Роуз почувствовала, как ее захлестывает чувство безнадежности. Она потянулась к телефону, надеясь на связь с внешним миром, но экран упрямо оставался пустым. Обезумевшая женщина не знала, что она была не так одинока, как думала. Высоко на деревьях пара настороженных глаз следила за каждым ее движением. Это был любопытный наблюдатель, привлеченный странным зрелищем человека, заблудившегося в своих владениях. Рыдая, Роуз сидела на покрытом мхом камне и почувствовала чье-то присутствие позади себя. Холодок пробежал по ее спине, когда она почувствовала горячее дыхание на затылке. Она медленно повернулась, ее сердце бешено колотилось в груди, неуверенное в том, что ее ждет. То, что она увидела, было определенно не тем, чего она ожидала. В свете, пробивавшемся сквозь кроны деревьев, она увидела массивную фигуру, маячившую перед ней. Ее глаза расширились от ужаса, когда она столкнулась лицом к лицу с гигантской гориллой. Страх охватил ее, и она хотела закричать или убежать, но голос застрял у нее в горле, а ноги отказывались повиноваться командам. Все, что она могла делать, это смотреть широко раскрытыми глазами и дрожать, пока горилла рассматривала ее со смесью любопытства и осторожности. Придя в себя, Роуз издала пронзительный крик, нарушивший тишину джунглей. Звук эхом прокатился по деревьям, заставив птиц взлететь в небо, а мелких животных броситься в укрытие. Испуганная неожиданным шумом, гигантская горилла сделала несколько шагов назад. Ее глаза расширились от удивления. Казалось, что существо было так же удивлено, как и она. Почувствовав укол вины за то, что напугало величественного примата, Роуз быстро поняла, что ее страх непреднамеренно напугал зверя. Поскольку напряжение повисло в воздухе, горилла устремила свой пристальный взгляд на женщину. Когда он заметил, что она не предпринимает никаких агрессивных действий, любопытство в его глазах вернулось. Медленно горилла снова начала приближаться. Разрываясь между страхом и восхищением, Роуз пыталась быть храброй. Она сидела неподвижно и старалась казаться неопасной. С неожиданной грацией гигантский примат сократил расстояние между ними. Он наблюдал за Роуз со смесью любопытства и того, что казалось пониманием. В эти моменты между пропавшей женщиной и гигантской гориллой образовалась невысказанная связь. Ее первоначальный страх превратился в смесь благоговения и уважения к великолепному существу, стоявшему перед ней. Она восхищалась его темным мехом, мощной, но в то же время нежной внешностью, которую он излучал, и умом, сияющим в его глазах. Тем временем, вернувшись с туристической группой, они продолжили поход, не подозревая об отсутствии Роуз. Только позже, в тот же день, когда Кейт, сестра Роуз, и ее коллега-гид
присоединились к группе, они узнали о пропавшем члене их отряда. Кейт, которая всегда была бдительна, сразу заметила отсутствие своей сестры. С выражением беспокойства на лице она позвала Роуз по имени, но ответа не последовало. В глубине ее живота поселилось неприятное чувство, и она поняла, что Роуз нигде не было видно. Стараясь не паниковать, она немедленно потянулась за телефоном, чтобы позвонить Роуз. Однако ее попытки были встречены разочарованием, поскольку в сердце густого леса не было сигнала. Осознав серьезность ситуации, Кейт подошла к гиду и сообщила ему об исчезновении своей сестры. Обеспокоенный гид решил предупредить власти парка и начать поиски пропавшего туриста. Они немедленно приступили к действиям. Рейнджеры и гиды организовали поисковую группу, оснащенную фонариками и рациями, и начали прочесывать обширные пространства национального парка Бвинди непроходимой. Поиски были нелегкой задачей, но у них был опыт, позволяющий ориентироваться в недружелюбной местности. Власти парка разделили территорию на участки, каждая команда тщательно прочесывала джунгли и выкрикивала имя Розы в надежде, что она услышит их голоса. Пока продолжались поиски, Роуз с другой стороны добивалась успехов со своей новой подругой. У нее не было с собой никаких лакомств, потому что им не разрешалось кормить горилл или носить какие-либо лакомства с собой. Но эта горилла, казалось, больше интересовалась ею, чем тем, что у нее могло быть для него. Она не была экспертом по гориллам на самом деле, она почти ничего о них не знала. Но она могла сказать, что эта горилла не хотела причинить ей вреда. На самом деле казалось, что он хочет играть. Хотя становилось все темнее, и она беспокоилась о том, что может заблудиться, она чувствовала себя немного лучше от того, что у нее была компания, даже если это была нечеловеческая компания. Тем временем поиски Розы продолжались. Кейт, все больше волнуясь, ждала новостей от поисковой группы. Когда ночь сгустилась, появился проблеск надежды, когда ее команда сообщила по радио новости. Они нашли Роуз у скрытого озера в сопровождении гориллы. Кейт охватило облегчение, но беспокойство не исчезло. Что ее сестра делала с гориллой? Поисковая группа поспешила на место происшествия, руководствуясь координатами, предоставленными командой репортеров. Когда они приблизились к скрытому озеру, они были шокированы тем, что увидели. Роза и горилла спокойно сидели у скрытого озера. Наблюдая издалека, поисковая группа поразилась неожиданной связи между заблудившимся туристом и кротким гигантом. Осторожно, чтобы не спугнуть гориллу, они остались в стороне, наблюдая за необычным зрелищем, разворачивающимся перед ними. Они решили, что будет лучше, если Кейт подойдет к своей сестре и горилле. Осторожно сопровождаемые другим гидом, остальные члены команды остались в стороне, не сводя глаз с трогательной сцены. Когда Кейт назвала имя своей сестры, лицо Роуз озарилось восторгом. Она завизжала от радости и побежала навстречу сестре, оставив всех затаившими дыхание от облегчения и счастья. Сестры заключили друг друга в крепкие, согревающие душу объятия, и зрители не могли не вздохнуть от прекрасного зрелища, на мгновение забыв о горилле, однако то, что произошло дальше, навсегда запечатлело нежного гиганта в их памяти. Когда две сестры высвободились из объятий, горилла, наблюдавшая за их взаимодействием, побежала к Роуз. Застыв в шоке, женщина могла только наблюдать, как приближается массивное существо. Но то, что произошло дальше, превзошло все ожидания. Встав на задние лапы, горилла протянула руку и заключила Розу в объятия, имитируя жест, который она только что наблюдала между сестрами. Вздохи изумления пронеслись среди зрителей. Они поспешно достали свои камеры и смартфоны, чтобы запечатлеть трогательный момент, который разворачивался у них на глазах. После объятий горилла отпустила Роуз, ее глаза выражали чувство понимания и связи. Грациозным движением он исчез в густом подлеске, оставив всех в состоянии изумления и недоверия.
Когда горилла ушла, две сестры расхохотались над тем, что только что произошло. Кейт была благодарна, что ее сестру нашли целой и невредимой. Все еще переживая сюрреалистические события этого дня, Роуз не могла поверить в глубину связи, которую она установила с нежным гигантом. Когда она покидала джунгли вместе с Кейт, образы и эмоции этой замечательной встречи не выходили у нее из головы. Слух о необычной встрече распространился по всему парку, и в течение нескольких дней никто не мог говорить ни о чем другом. Люди продолжали подходить к Кейт, чтобы рассказать о событиях того дня. Что касается Роуз, то у нее было достаточно приключений на всю жизнь, и она вернулась к своей тихой жизни домоседа. Какая трогательная история! Сталкивались ли вы когда-нибудь раньше с гориллой? Мы были бы рады услышать ваше мнение в комментариях. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше подобных историй.